Странная и очень веселая ситуация складывается в Испании. Ну как веселая? Если вы любите черный юмор, абсурд и правительственные отчеты. Политики в Конгрессе до хрипоты спорят о миграционных квотах и празднуют принятие нового регламента об иностранцах. Экономисты в телевизоре с калькуляторами в руках бьются за то, как удержать на плаву пенсионную систему. Застройщики со слезами на глазах рассказывают о дефиците квадратных метров. А работодатели от владельцев ресторанов на Коста-Браво до аграрных баронов в Мурсии в один голос кричат о катастрофической нехватке рабочих рук. Но почему-то все они стыдливо обходят стороной главную причину этого цирка. Испанцев становится меньше. И это не гипотеза футурологов на следующий век. Это происходит прямо сейчас, пока вы смотрите это видео. Каждый год Национальный институт статистики обновляет исторические минимумы рождаемости. Средний возраст жителей королевства уверенно перешагнул отметку в 45 лет. В одних регионах, например, в Галисии и Астурии, школы закрывают целые классы, потому что учить банально некого. Зато бизнес по строительству и расширению домов престарелых переживает настоящий бум. Чистый капитализм. И тут возникает один крайне неудобный вопрос. Если чиновники в один голос твердят, что Испании жизненно необходимы миллионы новых жителей извне, почему сами испанцы все реже хотят продолжать собственный род? Привет, это Алекс Макси, и это канал «Кому что в Испании». Если почитать свежие отчеты Министерства экономики в Мадриде или послушать бравурные речи Педро Санчеса, Испания – это главный экономический локомотив Южной Европы. ВВП растет быстрее, чем у соседей. Туризм ежегодно бьет исторические рекорды. Перевалы за 85-90 миллионов гостей в год стали нормой. В ресторанах по выходным не протолкнуться. Самолеты прилетают с забитыми под завязку. А на набережных жизнь бьет ключом. Успех? Безусловно. Но есть одна упрямая цифра, которая легким движением руки превращает весь этот праздничный оптимизм в дешевую декорацию. Индекс рождаемости. Испания прочно закрепилась на дне европейского рейтинга с показателем около 1,16 ребенка на одну женщину. Для понимания, чтобы население просто не уменьшалось, без внешней миграции этот коэффициент должен быть минимум 2,1. Страна уже долгие годы физически не воспроизводит сама себя. Каждое следующее поколение на треть меньше предыдущего. На треть. И это далеко не вопрос морали, упадка традиционных ценностей или религии. Это чистая, безжалостная математика. Чтобы понять, насколько глубоко сидит эта проблема, иногда нужно просто посмотреть не на графики Минфина, а на криминальную хронику. Сегодня испанские газеты взахлеб обсуждают историю мадридской девушки Яисы, которая внезапно для себя оказалась в суровой мексиканской тюрьме. По версии следствия, она знатно потусила на вечеринках, плотно связанных с местными наркокартелями. История сама по себе выглядит как сценарий очень плохого и дешевого сериала из Netflix. Частное наркоранчо, дикие львы в вольерах, мексиканские картели, миллионеры, очень дорогой белый сахар и инстаграм-модели. Для полного набора не хватает только динозавров и путешествий во времени. Но меня в этой драме заинтересовало совершенно другое. Посмотрите на возраст большинства участников подобных историй по всему миру. 20, 25, 30 лет. Это как раз тот возраст, в котором предыдущие поколения испанцев, их мамы, папы, дедушки уже вовсю создавали семьи, брали понятные ипотеки, обустраивали быт и воспитывали детей. Сегодня же значительная часть молодых европейцев живет в совершенно иной параллельной реальности. И вот здесь мы плавно возвращаемся к нашей любимой безжалостной статистике. Испанец впервые становится отцом в среднем в 33,4 года. Испанка рожает первого ребенка примерно в 32,6. Поздравляю, мы официально в топе. Это одна из самых высоких показателей в Европе и мире. И тут возникает очень неудобный, глубокий вопрос. Если целое общество осознанно откладывает создание семьи и взрослую жизнь на 10-15 лет позже, чем поколение их родителей, то чем именно оно заполняет этот образовавшийся вакуум? Великой карьерой? Бесконечными путешествиями ради красивых фото? Листанием ТикТока?
поиском себя на Бали или вот такими историями, которые закономерно заканчиваются в мексиканской одиночной камере. Потому что кризис демографии в Испании начинается вовсе не в палате роддома. Он начинается гораздо раньше. В тот самый момент, когда молодой человек просто перестает видеть внятный, доступный и, главное, логичный маршрут во взрослую жизнь. Зачем копить на первый взнос по ипотеке, если он равен стоимости крыла от самолета? Зачем планировать ребенка, если твой контракт на работе могут закрыть завтра утром? Гораздо проще продлить детство до 35. И этот кейс мадридской тусовщицы – это не просто хайповые сплетни из газет. Это идеальный выпуклый символ теперешней Европы. Она взрослеет позже, создает семьи позже, рожает позже. А в какой-то момент вообще перестает понимать, что такое настоящая взрослая жизнь и ответственность. Давайте на пальцах. Представим условную испанскую деревню, где изначально живет 100 человек. Первое поколение оставляет после себя 80 детей. Второе поколение, вдохновившись примером, рожает уже 60. Третье – 40. Четвертое – 20. Что происходит с деревней? Она не сгорела, на нее не напали враги, там нет чумы, там просто тихо. Под звон бокалов с рёх и разговорами о зеленом переходе гаснет свет. Именно этот сценарий сегодня разворачивается на юге Европы. Но Испания здесь бесспорный отличник и лидер процесса. Когда на трибуну выходят политики, у них всегда наготове мешок красивых терминов. Демографический вызов, ретро-демографику. Поддержка молодых семей, стимулирование материнства. Все согласно кивают. Но давайте посмотрим на их реальные шаги. Правительство с гордостью отчитывается о новых налоговых вычетах и пособиях для многодетных семей. Фамилиас нумеросас. Звучит здорово. Пока вы не открываете условия. На фоне текущей инфляции этих выплат едва хватает на пару пачек подгузников и недельный запас детского питания. Что происходит в реальности? Выделяются миллионы на социальные программы. Средний возраст первой беременности уполз за 32 года. Принимаются законы о защите семей. Графики рождаемости продолжают пикировать вниз. Чем больше с высоких трибун говорят о национальном приоритете деторождения, тем меньше колясок мы видим на улицах. Наверное, это какая-то неправильная, бракованная молодежь пошла. Никакого патриотизма, одни путешествия и собаки на уме. Или все-таки дело в другом? А теперь давайте спустимся с трибун Конгресса вниз и посмотрим на мир глазами среднестатистического 30-летнего испанца. Он прилежно учился, нашел работу, получает вполне среднюю для страны зарплату, скажем, около 1400-1600 евро чистыми. Честно платит налоги и снимает комнату в пригороде Мадрида или Барселоны. И тут к нему приходят родственники или социальная реклама с вопросом: «Ну что, когда дети?» Логично? Логично. Но наш герой достает калькулятор, и калькулятор начинает над ним откровенно издеваться. Аренда квартиры выросла за последние годы так, будто туда встроен золотой унитаз. Ипотека. После закидонов Европейского Центробанка со ставками стала похожа на пожизненную кабалу. Продуктовая корзина в супермаркете. Заходишь за хамоном и молоком, выходишь без половины купюры в 50 евро. И вдруг выясняется, что главный враг демографии в Испании – это не феминизм, не смена ценностей и не эгоизм. Главный контрацептив 21 века – это обычный калькулятор и базовая стоимость выживания. Меня всегда восхищает эта уникальная черта европейских дебатов. Политики обожают сокрушаться над последствиями, но панически боятся признать провал своих собственных причин. Все кричат: «Молодежь не хочет заводить детей». Отличный тезис. Но давайте зададим следующий вопрос. А где, черт возьми, эти гипотетические дети должны жить? Власти попытались решить проблему кардинально. Ввели знаменитый закон о жилье – Ley de Vivienda. И начали объявлять города зонами высокого спроса, искусственно ограничивая цены на долгосрочную аренду. И что произошло? Рынок ответил мгновенно. Долгосрочная аренда просто испарилась. Собственники массово ушли в сезонный наем, алкилер темпораль, и сдачу по комнатам, чтобы обойти ограничения. В итоге правительству пришлось спешно выкатывать новые жесткие законы, запрещающие сдавать жилье помесячно, без кучи справок о командировках или учебе.
И к чему мы пришли? Молодая пара видит студию в 35 квадратных метров в Барселоне за 1000 евро в месяц, где арендодатель теперь требует контракт с работы, залог и вообще кучу бумаг. Это прекрасное, просторное гнездо для семьи с ребенком. По данным Евростата, Испания лидирует по возрасту сепарации. Молодые люди съезжают от родителей в среднем в 30,3 года. То есть к моменту, когда у испанца появляется хотя бы теоретическая крыша над головой. Биологические часы уже начинают прозрачно намекать, что поезд плавно уходит. Странное совпадение второе. Чем активнее государство закручивает гайки на рынке недвижимости, тем сложнее молодежи съехать от родителей. И тем сильнее чиновники удивляются. А почему никто не рожает? Действительно, чистая случайность. А теперь перейдем к разделу «Строго для взрослых», о котором экономисты говорят только в узком кругу, чтобы не пугать избирателей. Пенсии. Испанская пенсионная система – это классическая, узаконенная государством финансовая пирамида. Называется «солидарность поколений». Те, кто работает сегодня, оплачивают жизнь тем, кто на пенсии прямо сейчас. Завтрашние дети должны будут оплачивать старость сегодняшним работникам. Но если детей нет, пирамида начинает трещать по швам. И какое решение находит правительство? Оно не снижает налоги на молодые семьи и не строит бесплатное социальное жилье миллионами. Оно меняет миграционную политику. Вступил в силу новый масштабный регламент по экстранхерии. Цель властей прописана прямым текстом. Максимально упростить легализацию, сократить бюрократию, урезать сроки по оседлости аррайго. И запустить масштабные окна для вывода сотен тысяч человек из теневой экономики на официальный рынок труда. Вот вам разгадка великой гуманитарной миссии. Когда Минфин говорит «нам нужны новые жители», они думают не о спасении человеческих жизней, они думают о, первое, налоговых поступлениях в систему Seguridad Social. Второе, рабочих руках, которые согласны собирать клубнику в Уэльве или мыть посуду в отелях за минималку. Третье, спасение пенсионного бюджета от банкротства. И в этот момент круг замыкается. Одни видят в миграции спасение, другие – угрозу культуре. Третий – политический капитал для выборов. И самое забавное, что в этой циничной математике все по-своему правы. Но у меня, как у человека, который привык сопоставлять факты, остается один маленький финальный вопрос. Если экстренное упрощение легализации и импорт населения – это единственное признание, экономическое спасение для Испании, почему никто не пытается лечить саму болезнь? Почему государство готово тратить ресурсы на регуляцию следствий, но упорно отказывается экспортировать то, что действительно нужно людям? Уверенность в завтрашнем дне. Ведь если поспрашивать молодых испанцев, они не говорят «мы ненавидим детей, мы хотим жить только для себя». Они говорят «мы не потянем, не в этих условиях». Дети – это долгосрочная инвестиция. А инвестиции, как известно любому экономисту, приходят только туда, где есть стабильность, понятные правила игры и доступная инфраструктура для жизни. Если у вас отобрали уверенность в том, сколько будет стоить аренда через 2 года из-за постоянных реформ, глупо ожидать, что вы решитесь на планирование семьи. Когда в очередной раз по телевизору вы услышите, как министры спорят о демографических графиках или хвастаются новыми законами, ограничившими аренду комнат, помните, за каждой этой сухой строчкой стоит конкретное человеческое решение. Решение отложить свадьбу. Решение подождать с покупкой квартиры. Решение остаться с родителем еще на год. Решение не рожать. И, возможно, главная проблема современной Испании – это не дефицит мигрантов или перекос в пенсионном фонде. Страна без детей – это просто очень честное, непредвзятое зеркало, в котором отражается реальный уровень веры граждан в собственное будущее. А как считаете вы, что держит испанскую рождаемость на дне? Проваленные попытки государства отрегулировать рынок жилья, общая экономическая неуверенность или просто глобальное изменение ценностей, когда инстаграмные наркоранчо в Мексике кажутся интереснее взросления? Пишите свое мнение в комментариях, обсудим. Мы здесь не ищем виноватых, мы ищем логику. Это был Алекс Макси и канал «Кому что в Испании». Подписывайтесь, ставьте лайки и до встречи.